Девочки, всем доброе утро. У меня есть шикарный шелк. Покупала в Стамбуле. Это печать по шелку. Первым делом, что мы избавляемся от лишнего. Здесь отрывать нельзя, здесь надо только отрезать. Нет, хотя смотрите, вот это оторванное. Может, рванем, а? Сейчас я проверю ширину. А, нет, не рванем. Вот, видите разницу. Предлагаю резать четко по границе. Тонкая нитка, тонкая иголка. Закрепляюсь. Никаких узлов не надо делать. Делаю закрепку. И далее перегибаю на 0,2 и подхватываю одну нитку. Здесь две. Здесь прихватываю одну ниточку. Здесь вот сюда, в этот рулик. Сам одна нитка. Итак, смотрите, держу, затягиваю. Получается тонкий шов ручной. Девочки, 1,5 миллиметра. Просто шикарная обработка. 3 миллиметра. 3 миллиметра и закручивается очень хорошо. Ну, прям люкс. Чуть-чуть попарить придется. Вот здесь я делаю светлыми нитками. Здесь я поменяю на синие, потому что будет красивее. Я все обработала, все готово. Выглядит прекрасно, прекрасно. Девочки, далее. Сейчас я вам на малых архитектурных формах поясню, что мы будем делать. Вот это надо. И я нашла все, что может сюда подойти. Из своих запасов ничего нового докупать я не буду. Это есть, это какие-то пуговицы, крепления. О, а ну-ка, как вам? Это какой-то кожаный ремешок. Не знаю даже для чего. Давайте его сейчас вот так применим. Мне пока нравится. Вот это состаренное золото. Или замшей. Нет, замшей не очень. Там это некачественное. Цепочка. В качестве эксперимента я попробовала, засунула сюда резинку, чтобы вот такое плетение было. Так, это я даже не знаю, как сюда применить. Ну что, какой вы вариант выбираете? Что сюда больше всего подходит? Как по-вашему? Ну нет, это не сочетается вообще. Цепочка с этим не сочетается. Итак, девочки, вопрос. Какой вариант? Какой вариант? Первый вариант. Ну, естественно, здесь не резинка будет. Первый вариант. Второй вариант, например, 2 цепочки. Третий вариант, цепочка 1. И вот 4-й вариант. К какому вы склоняетесь, скажите? Больше пока ничего нет, докупать я в данный момент не буду ничего. И сейчас я вам покажу, что я буду делать. Вот у меня есть маленький манекенчик. Я сейчас буду делать вот такой вариант. Это можно сделать на себе. Здесь смысл в том, что чем больше грудь, тем выше будет вот этот вот угол задираться, чтобы обогнуть всю грудь. То есть, если грудь красивая, это можно вообще сделать вот, ой, по-моему, шикарно. Как вам? Ну-ка, ну-ка, о, шикарно, да? А если добавить вот так и вот так. Пробуем второй вариант. Вы же мне сейчас как подскажете, что было лучше. Вот второй вариант. Вот это может, конечно, цепочка дать аллергическую реакцию. Я, конечно, могу покрыться раздражением. Не знаю, из чего она. Это я черти где нашла ее, короче. Вот. Ну что, девочки, за какой вариант вы голосуете? Или несколько рядов? На несколько рядов у меня не хватит. Вот. Вот так несколько. Короче говоря, про принцип рассказываю. Вам надо на себе, на белье заколоть вот здесь и вот здесь заколоть. И находим, берем вторую, берете вторую. Скорее всего, вам понадобятся помощники. Вторую вы прикладываете наоборот, вот здесь вот будет. И вот так. Здесь вот этот шов стачиваем. Я сейчас точно так же делаю на себе, нахожу вот эти точки, от которых надо стачать боковые швы. Точки находятся очень легко, смотрите, вот я их обозначила.
Раз точка, два точка. Всем все видно, да. Далее беру вторую деталь. На ней точно так же, но это деталь спинки. Вот одна точка, вот вторая точка. От этих точек вниз надо стачать эти детали. Эту сторону стачиваю вот с этой. Вот это расстояние надо стачать. Естественно, на таких тканях речи не может быть ни о каких машинках, никаких машинных швов. Представляю себя, что я Коко Шанель, и выбрасываю все машинки чертовой бабушки. Смотрите, да? Устанавливаю напротив, вкалываю. Это обычная диванная подушка, очень помогает. Все, вот это надо стачать. Я взяла двойную нить, но все-таки, особенно здесь будет напряжение. На светлой ткани делаю закрепочные стежки. Никаких узлов. Никаких узлов. Итак. Все. Потайной шов. С лица, с изнанки и так далее. Сейчас стачиваю оба боковых. Боковые швы я сделала. Вот изнанка, лицевая. У нас получилась вот такая вот заготовка. Надо вот так пришить лямочки. Ну как бы сделать-то с этой-то пуговицей? Ну что, может вот так вот сделать? Смотри. Это примерно середина. Примерно будет вот такой композицион. Будет примерно, да? Да? А чё нет? А чё нет? А второй край, вот этот второй, надо пришить вот сюда. Как лучше сделать? Вот так сверху или вот так? Это тоже напишите. Пришиваю потайными стежулями, чтобы никто ничего не видел. У меня всего две таких пуговицы. Ну, если что, то надо будет, наверное, прикупить, да, вот сюда вот так поставить, и будет круто. Как-то так. Пишите еще, какие варианты могут быть. Сами понимаете, что по бокам там будет нехватка длины. Будет видно то, что я бы не хотела, чтобы это было видно. Поэтому беру вот такую ткань. Мне кажется, она подойдет. Не будет даже понятно, что это не основное изделие. Так, беру ткань, выкраиваю, аккуратно убираю кромку. На нижней юбке не хочу никакой обработки, никаких лишних швов. Слегка, это синтетика, я слегка подпаливаю края. Вот мне, кстати, вот этого свойства в натуральных тканях очень не хватает. Там, естественно, ничего не подпалить. Так, у юбки надо стачать один шов. Я буду стачивать двойным швом. Сейчас прокладываю строчку на 0,4. Шов разутюжила и заутюжила. Все, теперь прокладываю вторую строчку. Так, теперь надо резинку взять. Мне нужно для юбочки, сейчас скажу сколько. Никаких вдергиваний я делать не люблю, поэтому сразу подворачиваю и укладываю резинку. Шов надо здесь направить в другую сторону. Вуаля! Секретная юбочка готова. Низ я хочу пока оставить вот так, без строчек, чтобы все было максимально воздушно. Девочки, так все. Лямка. Сзади то же самое. Все аналогично. Вот сюда еще надо пуговичку пришить, наверное, будет. Или она будет торчать. В общем, как вы напишите, так и будет. Ну, вот такой вариант. Вот
Я достаточно близко, чтобы рассмотреть его? М? Нормально видно? Ну что скажете? Так, ток. Да, ребята, я прям так хожу. Угу. Птица там, где надо. Все, я эту птицу прямо караулила. Так, сейчас пониже сделаю. Так. Я у вас по курортному там отображаюсь же, да? Все нормально? Вот апельсинчики. Да. Пока не сезон, зимой будет сезон вместе с лимонами. Давайте я, наверное, сейчас вертикальное видео сделаю, потому что так ничего не видно. И сейчас секретную юбочку не видно. Все, давайте поворачиваемся. Так, с ногами я не влезла. Угу, тогда стоп. Влезла. Так, на тапочки не обращайте внимания, это домашние. Знаете, мне, в принципе, нравится. По следующему отелю так и буду ходить. И мне ветерки не страшны, хоть задуйтесь на меня. Все. Хорошего вам дня, скорейшего отпуска. Пока-пока. Может, встретимся в отеле в каком-нибудь.